Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие зрители моего канала. Тема сегодняшнего видео – одна из самых запрашиваемых от любителей орхидей. Горячий душ и или купание орхидей. Почему и или? Душ для орхидей – это процедура обливания листьев растения без намачивания субстрата. Для такой изоляции используем различные материалы – пленки, пакеты. Купание орхидей – это душ для листьев плюс ванная для корней. Другими словами, добавляем воду в колбу, если это закрытая система, или в горшок, если это традиционная система, но при этом тогда закрываем крышкой место для слива в ванной. Вывод. Душ для листьев, купание для листьев и корней. Обратите внимание, цветы орхидеи мы никогда не обливаем водой, поэтому купание во время цветения допускается. Самое главное – не допустить попадания воды на цветоносы. Это не страшно для здоровья орхидеи, но это может повлиять на длительность цветения. В природе в сезон дождей орхидеи сбрасывают бутоны или отцветают быстрее, потому что опыление насекомыми в такую погоду происходит реже. Поэтому, исходя из вышесказанного, сегодня я займусь купанием орхидей в закрытой системе. В чем же секрет горячего душа, купания или как правильно его использовать? Попробуем вместе обсудить его целебные свойства. Для начала необходимо разобраться в понятиях, что значит горячий для орхидей. Идеальная температура воды для орхидей, как и для младенцев, не выше 37 градусов, но не ниже 34. На самом деле душ не должен быть обжигающе горячим, а в меру теплым и приятным. Как проверить температуру? Термометр или локоть? Можно пользоваться специальным термометром для воды, который продается в аптеках. И, наконец, можно использовать бабушкин метод – измерять температуру при помощи собственного локтя. Для этого достаточно направить струю душа на внутренний локтевой сгиб руки и подержать некоторое время. Если температура воды вам покажется комфортной, можно применить водяной поток такой же температуры и для растений. Сразу хочу обратить ваше внимание, что душ купания для орхидей рекомендуется проводить в теплое время года. Это может быть не обязательно лето. Самое главное – обеспечить после купания теплое место без сквозняков. Именно поэтому в неотапливаемый период купание орхидей не рекомендовано. Что касается правил принятия горячего душа купания для орхидей. Первое. Размещаем растение в ванной или в душевой кабинке. Второе. Настраиваем температуру воды. Третье. Направляем струю воды на орхидеи. Дорогие друзья, наша задача полностью искупать орхидеи, поэтому мы не используем разные материалы пленки, чтобы закрыть субстрат, поскольку все равно колбы будем наполнять водой. Стараемся, чтобы вода попала не только на внешнюю, но и на внутреннюю сторону листа. После этого наполняем полностью колбы водой до уровня шейки, чтобы пазухи листьев не покрывала вода. После этого воду выключаем и оставляем орхидеи наслаждаться теплым паром и влажностью помещения примерно на 15-25 минут. Принято считать, что горячий душ купания благотворно влияет на общее состояние орхидей, а именно способствует их активному росту, придает листьям упругость, пробуждает растения из состояния покоя, стимулирует появление цветочных почек, внешне растение выглядит здоровым и ухоженным. Обратите внимание, для регионов с нехлорированной, не жесткой водой можно проводить и душ, и купание. Но для регионов с хлорированной, с жесткой водой и купание, и душ лучше заменить опрыскиванием и протиранием листьев. Но есть одно исключение – использование фильтра на кране душа. В таком случае вода поступает очищенная от солей, тяжелых металлов, становится мягче, поэтому и допускается и купание, и душ.
Но это скорее исключение. Дорогие друзья, для орхидеи лучше проводить регулярное опрыскивание дистиллированной или прокипяченной водой. Можно 1 к 1, чем душ или купание некачественной водой. Подробнее о свойствах воды и ее влиянии на орхидеи можно узнать в видео под названием «Полив орхидеи после пересадки». Часть 1 и часть 2. Дорогие подписчики, хочу акцентировать ваше внимание на очень важный момент. Горячий душ нежелателен, если в помещении низкая или высокая температура воздуха. При этом помещение закрытое и в нем плохая вентиляция воздуха. Если воздух плохо циркулирует, то повышается влажность, а после горячего душа субстрат и влажные листья растения будут испарять дополнительную влагу. Это может спровоцировать как при высокой, так и при низкой температуре воздуха бактерии, плесень, вирусы и другие грибковые заболевания. Плюс к этому запомните, дорогие друзья, главным противопоказанием для применения горячего душа является наличие гнили, развивающейся в любой части орхидеи. Что касается преимущества горячего душа, то, во-первых, горячий душ максимально напоминает природные условия, имитируя теплые тропические ливни, которые часто случаются в естественной среде на родине орхидей. Во-вторых, смывается пыль с листьев, которая закупоривает поры и устица, благодаря чему устица открываются, способствуя фотосинтезу, что в свою очередь активно стимулирует рост и развитие растения в целом. Дорогие подписчики, дорогие зрители моего канала, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще много нового и интересного. В скором времени появится часть 2, продолжение видео «Горячий душ купания орхидей». Во второй части вы подробнее сможете увидеть и узнать, как не допустить загнивания после купания, как слить воду из стеклянных колб, нужно ли оставлять воду на дне керамзита после такой процедуры. Об этом и еще о многом другом я расскажу в следующей части. До скорой встречи, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить. Всем пока!